Мы сегодня идем, да, по следующей теме. Каналы связи, то есть каналы и потоки, которые обеспечивают взаимодействие между чакрами. Это их основная функция, все остальное по ходу пьесы рассмотрим. Здесь, себя потом отметите, часть рисунков требует детализации, да, потому что мелкие они будут при печати. Скажем, из атмана каналы и потоки идут и на Сватхистхану, и на Муладхару, здесь они не обозначены. Точно так же чакры сущности 13 мира, они также идут, каналы и потоки, на каждую из нижних чакр. Для себя желательно иметь в виду, и будем точно так же по себе проверять. Значит, в целом, основная их задача, в двух словах напоминаю, для чего они нужны, каналы и потоки. Потоки предназначены, предположим, при самовнушении энергию синтезируем, чтобы она дошла куда нужно, скажем, в Муладхару. Вот потоки для этого существуют, как она движется, эта энергия. Одно из основных, чтобы вот в этой части, внутри потоков была создана зона повышенного давления. Вот чем выше давление внутри потоков, тем с большей отдачей могут работать наши чакры. Вот когда чакра любая работает, она дает ощущение давления. Да, вот чем выше давление, тем большую мощность она развивает. У кого-то, большинство людей, почему чакры не чувствуют, они у них почти что пустые. Они что произвели, тут же потратили на жизнь, еще и не хватило. Да, поэтому чувствует человек себя вяло. Если чакры живые, работоспособные, они создают ощущение давления. Вот, скажем, оболочка чакры выдерживает какое-то давление, предположим, неважно, 10 атмосфер. Да? Если вокруг нее создать давление еще 10 атмосфер, она будет создавать энергию под давлением 20 атмосфер. Создать зону повышенного давления, чтобы отдача от работы нашего сознания, от работы наших чакр на порядке могла бы вырасти. Да, это вот одно из основных назначений. Какие проблемы с нашими потоками и каналами могут приключаться? Предположим, одно из первых, с чего мы начнем, блоки и перегородки. Блоки высшей силы постарались, перегородки сами себе понаделывали. Не люблю я материальный мир, да, отсечь, скажем, остальные чакры от двух нижних, связанных, отвечающих за материальный мир. Не нравятся мне люди, не нравится мне эта жизнь. Да, поэтому энергия сюда не доходит, и энергия не доходит, и информационное сообщение тоже затрудняется. Каналы передают, рассмотрим, и информацию, и свою энергию, скажем, первоэлементы кванты. Да, первое, с чем мы с вами будем работать, да, это вот блоки и перегородочки. Дальше где-то можно дырку сделать, энергия вся стекает, давление невозможно создать. Или утончаются, сжимаются потоки, утончаются их оболочки, когда человек выбрал путь слабака, не хочу тренироваться, или там одной ногой делает, другой зачеркивает, тогда они будут узенькие и стеночки утонченные, давление не держится. Опять же, сила, невозможно ее достичь. Почему? Так человек себя сформировал. Значит, первое, что нас будет интересовать, это внешне те или иные перегородки, фирменные. Если ставят эгрегор, они там треугольные, там разные, типа фирменные, с фирменным блоком. Если сам, то попроще, но принцип тот же. Энергия и информация проходят с трудом. Одно из первых, что перекрывает, я сомневаюсь, а нужны ли мне материальные ценности? Отсечь нижние чакры от верхних. Это ценю, это не ценю. Вот одно из первых. Сомнение, неверие. Или человек, предположим, в детстве у каждого были свои мечты. Да? И он там наслаждался, восторгался, восхищался, входил в какие-то эгрегоры, вы с удовольствием принимали. Будет человек, который потом поставит цель, будет к ней идти, его заранее готовят. Он подрос, нахватался проблем, сказал, все это ерунда, я в это не верю. И душа его приходит в тонкий мир. Да что это вы мне говорите? Ерунда, не верю, этого не бывает. О, дорогой, собрал вещи, выходи, чтобы ты даже не мог близко подойти к этим эгрегорам. Человек заходит в какой-то высокий эгрегор, да, который там и чувства давал, и мечту, там высокие состояния, но он заразился определенными вирусами, говорит, да, чувство это не важно, воодушевление это не важно, творчество это не важно, он обесценивает.
ему там делать нечего. Да? Он не... И сам для себя блага не получает, он просто заходит для того, чтобы сломать то, что там построено. Там для тех, люди, которые корректны, которые благодарны, да, для которых это благо. Противоречивость, то есть наше сознание в идеале, когда армия сильная, когда она единая, когда она цельная, каждый стоит на своем месте, каждый выполняет свои функции, там, генерал командует, офицеры там, командуют своими подразделениями, там, рядовые решают разные, но свои задачи. Кто-то там боеприпасы подвозит, кто-то стреляет, кто-то обед готовит. Все решают свои задачи, никто ни с кем не ссорится. Да, когда человек заносит внутрь своего сознания противоречия, да, там, скажем, творчество принимаю, силу не принимаю, там, энергетическую силу принимаю, тело ненавижу, там, спорт не принимаю. Да, и вот идет одна чакра на другую. Вот одна на другую. И там, где они идут, там стенка на стенку, ну, там и формируется что-нибудь в виде там, перегородки, пробки, да, то, что мешает самоуничтожению. Вот в какой-то степени, как там за автоматчивание, да, чтобы сознание не разрушилось, забрали двойничка, и негатива на себя становится меньше, хотя, конечно, последствия печальные. Вот здесь то же самое, чтобы чакры не долбали с утра до вечера друг друга, формируются такие рвы, ну как там, разделения враждующих сторон. Поэтому все противоречия, которые человек не убирает, они блокируют его силу. Да, они выставляют рвы, преграды, колючую проволоку и прочее. В чем суть? Чакры, чтобы вот загорелись, да, потом потоки наполнились энергией, чакры горят еще сильнее. Да, затем избыток энергии, чтобы можно было вести на физическое тело, тонкие тела, заполнять всю капсулу. И каждый раз, чтобы давление внутри росло, собственно, дальше ограничителей нет. Если человек не ощущает свои чакры, у него базовое состояние не работает, ну, максимум полупустые чакры могут выдавать, там, скажем, единичку энергии. Ни счастья, ни силы, ни избытка энергии для раскрытия там, чего-то, способностей каких-то, ни влияния у человека толком не будет. Но чтобы человек мог перейти к состоянию вот, растущего счастья, силы и всего остального прочего, это одна из ключевых техник — зажечь чакры, зажечь потоки вокруг них и запустить тогда программу постоянного роста. Да, чтобы энергия росла без остановок, и дальше по телу там пошли ощущения, каналы начали раскрываться, системы начали раскрываться. Вот можно решить эту задачу.